Всем привет! В этом выпуске мы покажем новогодние и рождественские блюда разных стран, а также традиции и праздничные особенности. Рождество – один из самых важных и любимых праздников во многих странах мира. Оно ассоциируется с уютом, наряженной елкой, праздничными гирляндами и вкусным ужином в кругу семьи. Рождество дарит людям положительные эмоции и веру в то, что наступающий год принесет радость и счастье. А вкусная еда и особая атмосфера позволяют настроиться на позитивный лад. И начнем рождественский стол с Литвы. 24 декабря каждого года литовцы собираются на традиционный рождественский ужин кучиос. Подготовка к нему длится целый день, нужно приготовить 12 или 13 блюд. Мясо, молочные продукты или горячие блюда не включены в праздничный ужин. Вместо этого литовцы едят рыбу, хлеб и овощи. В рождественское меню часто включают сельдь, которую подают в соусе из помидоров, грибов или лука, или копченого угря с овощами, такими как картофель, квашеная капуста. Подают также грибы, хлеб или клюквенный пудинг. Традиционным блюдом считается кучукай, небольшое литовское печенье с маком. Обычно подается с молоком, чтобы структура стала более мягкой, а вкус насыщенным. Япония – специфическая страна с уникальными традициями, поэтому неудивительно, что именно здесь существует самое необычное празднование Рождества в мире. С 1970-х годов японцы массово ходят в ресторан быстрого питания KFC, который славится своей жареной курицей в особой панировке с секретной рецептурой. В рождественское меню от KFC входит жареная курица и особый рождественский пирог, обычно с кремом и клубникой. Около 4 миллионов японских семей едят KFC в канун Рождества, поэтому им часто приходится резервировать место на 2 месяца вперед. Также встречают Новый год с лапшой тошикоши соба. Она изготавливается из гречневой крупы и символизирует избавление от трудностей. Также на праздничный стол подается осети рёри – набор морепродуктов, куда входят рыба, креветки, устрицы, икра, омары и водоросли. Состав может варьироваться. Он сервируется в специальных лакированных коробках. Каждый элемент осети рёри имеет свое символическое значение. В Израиле Новый год празднуется осенью, либо в первой половине зимы, и называется он Ханука. Латкес – важная часть праздничного стола. Это жареные картофельные оладьи, обжаренные до золотистой корочки в большом количестве масла. Их принято есть со сметаной или яблочным соусом. Так как Ханука посвящена событию, которое тесно связано с маслом, то по традиции именно оно, масло, главный участник праздничной кулинарии. Все блюда, которые готовятся на протяжении 8 ханукальных дней, готовят во фритюре. Среди других блюд, которые входят в традиционное меню, подают также разнообразные жареные пончики, суфганиот, а детям дарят ханукальные шоколадные монеты. Праздничный стол не обходится без яблок, запеченных с медом, граната, рыбных блюд, например, фаршмака, и традиционных хумус, цимес, фалафель и другие. В Германии рождественский праздник исторически сосредоточен вокруг Вайнахтсканс – новогоднего гуся. Традиция готовить гуся, ведущая свое начало со средневековья, первоначально была привязана ко Дню Святого Мартина, но в конечном итоге стала частью рождественской еды. Часто начиненный яблоками, каштанами, луком и черносливом, с морковью и майораном, гусь подается вместе с красной капустой, пельменями, соусом и квашеной капустой. Самый старый рецепт этого блюда зафиксирован в поваренной книге в 1350 году.
Также готовят еще одно популярное блюдо – штоллен, представляющее собой выпечку с цукатами и изюмом, которая по форме и цвету напоминает младенца Иисуса, завернутого в пеленки. Также существуют разновидности с орехами, марципаном и маком. Он готовится из особого дрожжевого теста с большим количеством муки и масла. После выпечки его промазывают топленым сливочным маслом и посыпают сахарной пудрой. Первое упоминание об этом десерте датируется в XIV веке. В разных регионах Италии придерживаются разных традиций, когда речь идет о рождественском ужине. Где-то готовят 7 разнообразных рыбных блюд, где-то подают сушеную треску и кальмары, где-то едят жареного ягненка или птицу. Единственное блюдо, которое объединяет всю страну – праздничный кекс панеттоне. Его готовят из сладкого дрожжевого теста с добавлением цукатов, шоколадной крошки, изюма и орехов. Также итальянские хозяйки в канун Нового года готовят особое блюдо – котекино e лентикье. Оно представляет собой колбасу из свиной ножки. Все дело в том, что у итальянцев свиное копыто несет символ изобилия. Подают такую колбаску с чечевицей, которая символизирует деньги. Считается, чем больше будет съедено, тем больше будет денег. Англичане любят украшать свой стол индейкой или гусем. Но главным блюдом на столе является рождественский пудинг или плум-пудинг. Главный десерт на праздничном ужине в Великобритании. Несмотря на название, его готовят не из слив. Слово «плум» переводится как «слива». Этим словом в средневековье называли изюм. В состав пудинга входят изюм, хлебные крошки, сахар, масло, специи, гвоздика, корица, мускатный орех. Перед подачей десерт поливают бренди, ромом или другим крепким алкогольным напитком и поджигают. Еще одна особенность плум-пудинга состоит в том, что его готовят за несколько недель до Рождества, дав ему время на созревание. Французы не представляют свой праздничный стол без индейки или гуся, устриц, шампанского или фуагра. Фуагра переводится как «жирная печень». Это специальным образом приготовленная печень откормленного гуся или утки. Но главным блюдом является бюш де Нуэль. Это название переводится как «рождественское полено». Дело в том, что во Франции до 40-х годов прошлого века была традиция в канун Рождества привозить из леса домой сухое бревно и поджигать его. Пепел от рождественского бревна хранили до следующего Рождества. Считалось, что он приносит в дом удачу и достаток. Со временем эта традиция стала непопулярна, и взамен ей как раз пришел праздничный торт бюш де Нуэль. Его изготавливают из бисквитного теста таким образом, чтобы срез торта напоминал спил древесного ствола, а крем намазывают так, чтобы он был похож на кору дерева. Сверху торта на кремовом слое имитируется структура древесной коры, а в качестве украшения выступают ягоды, сахарная пудра, сладкие снежинки, марципановые шишки, грибочки и разные тематические фигурки. В Болгарии очень популярно блюдо баница. Это блюдо из слоеного теста. Наиболее распространены начинки из сыра или творога. Но возможны варианты выпечки с мясным фаршем, овощами, фруктами и так далее. Баница является старинным элементом национальных культурных традиций и обрядов, праздничных застолий на Рождество, Новый год и Пасху. В Греции самым популярным блюдом является меломакарона. Это сладкое печенье в виде овальных коржиков. Является обязательным элементом рождественского стола в Греции. После выпекания меломакарона обильно пропитывается сахарно-медовым сиропом с цитрусом, что придает ему особую влажность. Сверху печенье присыпается измельченным грецким орехом. Во время зимних праздников этот десерт можно найти практически в любом магазине или пекарне.
Понравился выпуск? Тогда ставь лайк, подписывайся на канал и не забудь нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые интересные блюда. Это поможет нам в мотивациях к новым путешествиям. И переходите на канал, там много интересного. Ну а мы погнали в новое путешествие. Всем пока-пока! Продолжение следует.